В мире существует огромное количество не только древних подземных городов, но и вполне современных, которые скрыты в недрах Земли и при этом являются частью мегаполисов. От древних подземелий и бункеров времен Холодной войны до настоящих городов будущего. Фантазия современного человека при упоминании подземных поселений, скорее всего, нарисует какую-нибудь древнюю пещеру. Возможно, жилище троглодитов или фантастические рассказы на постапокалиптическую тему. Однако подземные города бывают и другими, но оттого не менее интересными. Петра – это очень древний город. Расположен он на юго-западе Иордании. Это бывшая столица Идумеи, а позднее – Набатейского царства. Петра в переводе с греческого значит «скала». Ведь весь этот древний город целиком состоит из камня. А еще его называют розовым городом. Когда солнце восходит и садится, скалы действительно отливают ало-розовым. Петра известна, наверное, практически всем своей эпизодической ролью в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход». Город, который возвели кочевники, спрятав его в горах Южной Иордании. Это место было заселено с доисторических времен. Пик развития Петры пришелся на период около 2000 лет назад. Тогда древние набатейцы вручную высекли из окружающих холмов песчаника великолепную коллекцию гробниц, банкетных залов и храмов. Одно из самых известных и в высшей степени изысканных зданий – это Аль-Хазне, или сокровищница. Ее декоративный фасад возвышается на 40 метров над скалой. Петра, возможно, была домом для 20 тысяч человек в период своего расцвета. Примерно в VII веке нашей эры она была заброшена. Европейцы не подозревали о существовании Петры до 1800-х годов. Раскопки на этом месте все еще продолжаются. Ученые считают, что большая часть города все еще скрывается под землей. Итальянский город Орвието величественно стоит прямо на вершине холма. Он более всего известен своими белыми винами и живописной архитектурой. Самые же загадочные его чудеса скрыты под землей. Начиная с древних этрусков, поколения местных жителей жили в его подземных катакомбах. Изначально город был построен на утесах вулканического происхождения. Позже был высечен подземный лабиринт. Вначале он служил лишь для строительства колодцев и хранилищ для воды. Прошли столетия, и он вырос. Город имеет более 1200 взаимосвязанных туннелей, гротов и галерей. В некоторых камерах сохранились остатки святилищ этрусской эпохи и средневековые прессы для отжима оливок. В других есть признаки того, что они использовались в качестве винных погребов или насестов для голубей, распространенного местного деликатеса. Подземный город Орвието также часто служил убежищем во время войн. Последнее его использование в этом качестве было относительно недавно, во время Второй мировой войны. Убежище, построенное во времена Холодной войны, должно было спасти наиболее важных членов британского правительства в случае ядерного удара. Этот впечатляющий подземный комплекс имеет площадь в 15 гектар. Располагается он под деревней Коршем на 30-метровой глубине. Берлингтонский бункер был построен в 1950-х годах. Он состоит из ряда туннелей и каменных пещер. В нем были офисные помещения, кафетерии, телефонная станция, медицинские учреждения и спальни. Все было продумано до мелочей. Британский премьер-министр и еще около 4000 других ключевых правительственных сотрудников должны были пребывать в комфорте и безопасности в случае чрезвычайной ситуации. Там была даже собственная студия BBC, которую премьер мог использовать для обращения к народу. Хотя объект в Берлингтоне никогда не использовался, но до 2004 года был абсолютно засекречен. После этого правительство Великобритании сочло его ненужным и рассекретило. Теперь ему пытаются найти какое-то полезное применение. Небольшой городок Матмата в южной части Туниса является совершенно уникальным. Тут веками жили в подземельях.
Это несколько необычно для этой части мира, где царит пустыня. Где принято строить лишь наземное жилье из глины и камня. Тайна происхождения подземного города кроется, скорее всего, во времена римских завоевателей. Люди строили землянки там, где грунт был твердым. Жизнь в таких домах и сейчас считается здесь нормальной. Подземные дома хорошо защищены от изнуряющего летнего зноя и свирепых зимних ветров. В 60-х годах прошлого века в регионе случилось масштабное наводнение. Подземелья полностью оказались затопленными. Некоторые люди переселились в традиционные наземные дома. Часть же местных жителей осталась верна своим землянкам. Некоторые поступают так: рядом с пещерой строят наземное жилье, а подземелье служит другим различным бытовым целям. Местная достопримечательность – это отель «Землянка Сиди Дрис». Он стал звездой, поучаствовав в съемках таких фильмов, как «Звездные войны», «Новая надежда» и «Атака клонов». В гостинице был дом Люка Скайуокера на его родной планете Татуин. Подземный город под Москвой начал будоражить умы исследователей очень давно. Первым об этом написал археолог Игнатий Стелецкий в книге «Поиски библиотеки Ивана Грозного». Ученый полагал, что построено это подземелье было в XV веке. Стелецкий даже составил план тайной Москвы. Там были систематизированы данные о почти 400 объектах. Там было множество различных помещений, колодцев, лестниц, подземных ходов, некрополей. Археолог пришел к выводу, что город состоит из дюжины уровней. Стелецкий мечтал о создании музея подземной Москвы. К сожалению, метрополитен не выделил для этого места, и собранные ученым экспонаты хранились в его квартире. Кроме этого, существует масса городских легенд о подземных военных объектах под городом. Конечно, практически все они не имеют никакого официального подтверждения. Интересно, что в 2006 году на Таганке открылся музей и ресторан «Бункер 42». Этот бункер был построен по приказу Сталина. Это подземное убежище было засекречено до середины 80-х годов. Оно было сверхсекретным военным объектом. Почему его рассекретили в 90-е годы, точно никто не знает. Большинство людей полагают, что теперь этот пункт просто находится в другом месте, а этот стал не нужен. Подземный город Ла-Виль – главная туристическая достопримечательность Монреаля. Это не просто торговый центр, это огромный подземный город. Он был построен в 1962 году. Необычный объект был призван помочь горожанам легче переносить суровые зимы, ветра и влажное лето столицы провинции Квебек. В Ла-Виль есть не только магазины, но и учебные заведения, банки, театры, жилые дома, офисы и даже стадионы. Внутри города есть полноценное транспортное сообщение. Там ездят автобусы, машины и даже поезда метро. Местные считают Ла-Виль невероятно удобным местом работы и жительства. Не нужно тратить время в пробках. Власти Монреаля настроены со временем расширить границы подземного города. Одной из главных достопримечательностей Молдовы является подземный город Криково. Он находится совсем недалеко от Кишинева, всего в 20 минутах езды. История этого городка началась после Второй мировой войны. Тогда в Молдове потихоньку начало возрождаться виноделие. Тут же встала проблема острой нехватки помещений для выдержки и хранения вина. Внимание властей привлекли бывшие известняковые шахты. На месте выработок было решено построить завод шампанских вин. Шахты оказались идеальным местом с постоянной температурой, подходящей для этих целей. Сейчас завод функционирует более 6 десятков лет. Выработки в глубинах этого подземелья достигают протяженности 60 километров. Посетители передвигаются на велосипедах и даже на машинах. Там есть даже дорожная разметка и светофоры. Кубер-Педи – это бывшее поселение старателей. Ведь здесь находится крупнейшее на нашей планете месторождение опалов. Некоторые называют это место самым странным городом в мире.
Построено селение было под землей из-за того, что больно уж суров здесь местный климат. Жуткая жара и набеги диких собак динго заставили старателей укрыться в землянках. Шахтные выработки здесь соседствуют с жилыми домами, ресторанами, кофейнями, магазинами, храмами и другими атрибутами обычной городской жизни, включая кладбище. Местность в этом регионе не изобилует растительностью. Можно сказать, что ее нет вообще. Горожане считают свой дом уютным и удобным. Во многих жилищах отсутствуют кондиционеры. Здесь сам по себе поддерживается оптимальный температурный режим. Местные поднимаются на поверхность по ночам. В вечерней прохладе так приятно поиграть в футбол или гольф. Необыкновенный город всегда открыт для туристов. Тут даже можно арендовать жилье и прочувствовать все прелести здешней жизни. На этом у меня все. Обязательно подписывайтесь, жмите колокольчик и делитесь своими мнениями в комментариях.